Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Что случится? Что произойдет до конца зимы? Давайте с вами узнаем, что на самом деле изменится до конца зимы, мои дорогие. Месяца январь и февраль 2026 года. Как прояснится ваше дело, как решится задуманный вами вопрос и в целом, что изменится. Что происходит прямо сейчас, мы узнаем с вами на картах Таро. По основным позициям, по основным сферам. На личную жизнь мы это узнаем, на сферу финансов, ну и на ваши достижения, работа, бизнес, документы, у кого-то учеба. И что же изменится до конца зимы? То есть вот в динамике рассмотрим, но оттолкнемся все же от цыганского пасьянса. Каковы события? Именно о событиях нам чаще всего рассказывают карты пасьянса, причем без ненужной философии. А может быть, это такие события, которые будут означать какой-то поворотный момент, или как с этого все начинается. Возможно, и сферы жизни. Ух ты, торопятся карты. Хороший, кстати, признак, когда рассыпается что-то. Считается, даже если вы пересчитываете деньги, но не удержали, вот они посыпались. Это тоже хорошо. Загадывайте желание. Ну, а те, кто тоже сами любят карты Таро или какие-то другие карты, я думаю, вы знаете такую подсказку, что что-то у вас сейчас может меняться. Ладно, давайте будем узнавать, что же там у вас изменится до конца зимы и что происходит сейчас. Какие основные, может быть, и ключевые события. Вот, кстати, почему нет? Может, вам и придется принимать важные решения. Тогда с чем это будет связано или с кем? Смотрим, смотрю я, смотрите и вы. Ого, любовь. Но это не страсть, это не огонь, это верность, это забота, это доброта, это и ваша, может быть, любовь, любовь по отношению к вам. Но это такой, знаете, близкий очень круг или близкие отношения, которые о взаимной поддержке говорят. Конечно, мы все разные, безусловно, но, по крайней мере, вот об этой теме стоит задуматься. Смотрим, что еще нам расскажут карты. Вот вы знаете, тут смотрите, у нас совпадает вроде бы любовь и верность, да, и ожидание. Может быть, это вы ждете какого-то человека. Может быть, это даже родственником кем-то, да, или из близких это связано. Может быть, вы и на расстоянии, или какая-то тема у вас там не решается, не получаете вы вовремя или не получили какой-то важный документ. Я могу предположить, что кто-то и вас может словно успокаивать, вдохновлять из близких, опять же, потому что у вас какой-то вопрос или тема именно зависла. Листва– это ожидание. Ну, так или иначе, у вас все стабильно, якорь. Или некоторые темы, вопросы стабилизируются. У кого-то это может быть вот конкретно или ожидание примирения, но тогда помириться можно, или развитие отношений. Вот такое тоже могу допустить. Вполне вероятно, что с каким-то близким человеком была ссора, и, может быть, вы будете эту конфигурацию как-то выравнивать. Я уже вижу. Смотрите, мои дорогие львы, добрые перемены. Когда часы выпадают, это именно сама жизнь наша, концепция жизни меняется. Причем все это в добром ключе, в добрую сторону. И часто, когда часы выпадают, это, знаете, для этого еще и как-то обстоятельства складываются, подводят, может быть, и вас к какому-то итогу, знаменателю. Но, может быть, вам и придется с чем-то определяться, я такое допускаю. Но и для вас-то ведь, вы понимаете, тут что-то хорошее на кону идет. Вы можете, кстати, сомневаться в части по конкретному человеку, или получится, или не получится какое-то дело. А тем не менее, ведь у вас, посмотрите, в нашем раскладе мы можем соединять в пасьянсе. То, что выпало в значениях в крайних рядах, мы можем соединять по вертикали, по горизонтали. Тут перемены в доме, перемены в личной жизни.
Может быть, и перемены непосредственно будут касаться стен, то есть места нашего пребывания, проживания, потому что подкова– это, ну, у каждого по-своему. У кого-то это поддержка просто, да, родственников, близких, но иногда это и как вы сами обустраиваете дом, делаете жилье более комфортным, ну или что-то там меняете, вам нравится, самое главное, этим заниматься. Это хорошее настроение, это, в принципе, на самом деле у вас сейчас прочная позиция. Ну, наверное, в нашей жизни никогда не бывает такое, что мы вот вроде как успокоились. Но есть и такой вот момент, вот я говорила, да, вроде бы лебедь, и верность, и тепло, и есть какая-то персона, которая вас, может быть, и поддерживала долгое время, ну или как взаимодействие. Пусть это не буквально материальная поддержка, а, знаете, как на душе. Вот кто-то к вам относится искренне хорошо. И, может быть, была какая-то неувязка, ссора, все-таки нож. И вот смотрите, а тем не менее, нам выпадает рядышком, да, мы можем соединить крайний ряд, и у нас получается мельница, это пустые разговоры. Поэтому, может быть, это даже вопросы как бы разного порядка. Одно дело личная жизнь и вопросы дома. Тут вот как будто все так и неплохо, да. Ну, по крайней мере, лев знает, что у него, куда у него идет жизнь и зачем, да. А может быть, вот больше где-то о ссоре или о какой-то такой напряженной ситуации. Это уже свидетельствует и работа. Я такого тоже не исключаю. Все-таки мы все разные. И тогда примите во внимание – вы можете столкнуться с человеком, который как бы вас, ну, знаете, как перчатку бросает, на дуэль какую-то словесную вызывает. Или вы понимаете, он какую-то закулисную игру ведет. Вы не можете разгадать его план, вы вроде как ожидаете, что сейчас вот что-то прояснится. Или вот эта персона себя как-то выдаст. Или все равно так или иначе будет какой-то пункт, момент, когда я могу точно понять, для чего вот какие-то интриги плелись. Вот и я не исключаю, что для кого-то из вас в жизни присутствует, может быть, и по работе вот такой интриган. Почему нет? И это вот в пустоту как будто все, понимаете? Человек сам себе там что-то надумал. Ну, может быть, он и знает, зачем он это делает. Вот не дайте себя вовлечь в конечном итоге, к чему я веду. У вас сейчас очень прочная позиция. И задача не потерять вот именно эту позицию или вот этот якорь. Потому что здесь может быть и какая-то зависть или просто какие-то планы третьих лиц, у которых вы как стоите ну, на их дороге. Вот, увы, но я должна это сказать. Иногда вот именно конфигурация такая, вроде есть и ожидания, тут и меч, тут и у нас получается вот эти пустые разговоры. То есть это, по сути дела, сплетни. Это кто-то что-то говорит, непонятно зачем, непонятно для чего. А у вас, вы знаете, настолько сильная позиция, ну вот как в поговорке «собака лает, караван идет». Вот вам нужно, ну, как свой имидж где-то сохранять, не обращать внимания на какие-то мелкие неурядицы или включите интуицию, буквально прочувствуйте. Если вы видите, что какой-то человек мутно непонятный, но, может быть, нужно быть с ним очень осторожным в беседах, потому что, когда мельница выпадает, есть всегда риск, что третья персона что-то говорит. А потом, если мы где-то даже банально поддерживаем диалог, потом именно эти лица все переворачивают и делают нас инициаторами какого-то разговора. Мои дорогие львы, учите себя беречь в каких-то других энергиях. Ну, должна сказать, предупрежден, стало быть вооружен. Потому что мы можем тут, как бы, знаете, дать слабину. И вроде бы можем подумать, что, ну, это вот такой приватный разговор, приватная беседа, да, а потом вы можете сожалеть о том или сомневаться, что проболтались кому-то. Будьте внимательны. Но очень много таких хороших карт. Может быть, и действительно есть такой момент, и правда, тут вот сердечная тяжесть тоже выпадает. Я так больше вижу, что есть какая-то путаница вот вокруг вас, именно связанная с людьми. Ну, может быть, у кого-то и в личной жизни, а у кого-то это будет по работе. Держать марку приходится льву на любых поворотах. Ладно, давайте пойдем дальше и посмотрим, что же там, как в динамике причина и следствие. Вот какой-то застой у вас должен быть закончен. Вот смотрите, две пятерки. Вот две таких занозы, да, мелкие карты, ну, самые такие, ну,
Вот действительно заноза. По пятерке кубков это всегда разочарование какое-то наше, такое глубокое. А вот толку от этого разочарования абсолютно никакого, потому что на нашу жизнь это влияет только тем минусом, когда это нас выбило из колеи, буквально, и мы сели думать. И вот мы думаем, думаем, мы тут ничего не придумаем. Вот я часто говорю, есть такие слова: "Лучше не скажешь", чем Клаудио Пенеро. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. А пятерка пентаклей — это всегда недостаток взаимопонимания и денег. И на фоне где-то и друг друга не поняли, или, может быть, это у кого-то, но иногда и на работе такое бывает. А сколько ты денег получаешь, например, беспардонный вопрос. Ну, и есть такие персонажи, которые задают. В конечном итоге, мои дорогие, две пятерки, два недостатка эмоционального и одновременно финансового. Пора ставить точку. Как будто, знаете, я могу так предположить. Может быть, это отчасти связано, правда, с какой-то закулисной игрой. Будьте внимательны, будьте магами и волшебниками. Всегда холодная голова, рациональные мысли нам дает такую приоритетную возможность просчитать. Или мы успеваем у себя спросить, даже если нам кто-то пытается петь дифирамбы или что-то обратное. А вот зачем этому человеку это вообще все надо? Что он там задумал? Что он там замутил, будем говорить? Вот давайте узнаем, как на пороге каких событий вы стоите. Именно на пороге. Первую карту, что происходит прямо сейчас, или буквально будет вот со дня на день. Хотя допускаю, что это та ситуация, с которой вы уже пришли вот на данный момент, да? Это вот именно прямо сейчас. И что изменится до конца зимы? И это у нас любовь, личная жизнь, но, может быть, вопросы дома. Сфера финансов, опять же, что прямо сейчас, что там у вас происходит, да, или вот-вот со дня на день, может быть, будет. И как изменится до конца зимы, до конца февраля для львов. И сфера ваших достижений. У кого-то дела, работа, бизнес, карьера, учеба, у кого что прямо сейчас и как изменится ваша жизнь в сфере построения карьеры, ну, может быть, а у кого-то и документы. Давайте будем узнавать, и что ж там по личной жизни. Ну вот правда, вот вы сейчас очень притягательны. Я могу предположить, вам кто-то завидует, вы в центре внимания, кто-то к вам относится искренне, но кого-то там, понимаете, словно свербит, недоволен, потому что всегда карта сила — это видный, яркий человек, вы люди импозантные, вы заметные. Лев заходит даже банально в кабинет решать какой-то простой вопрос, все замолкают, видят, лев зашел. Ну, правда, ну вот есть у вас эта харизма, когда вы даже молча, одним своим видом уже привлекаете к себе внимание. В этом есть плюс, но есть и минус, правда? Потому что кто-то относится искренне, кто-то начинает там сразу думать: а чё ж это вот я тут такой бесформенный или бесформенная, да, так вот как-то безлико, а тут вот, ну надо же, персона такая, да, вдруг появляется. Люди разные, будьте к этому готовы. Старший аркан, много общения, много людей. Много вокруг вас чего-то тут заворачивается, и вам себя придется сдерживать. Вот этот лев — прообраз нашего эго. И эго — это чаще эмоции, которые рвутся наружу. Так вот, придется льва в себе в первую очередь причесать и как будто посадить вот на этот короткий поводок. Тут буквально дева прекрасная, ей лев, кстати, подчиняется. Почему? И ведь тут мы милосердны к самим себе. Может быть, вы с чем-то не согласны, мои дорогие львы. Значит, надо к себе вот так вот милосердно сказать: успокойся, ты все делаешь правильно, ты молодец, ты многого достиг, ты многое прошел. Но вот сейчас давай мы с тобой договоримся, сам с собой ты вот так вот как будто договариваешься. Давай вот сейчас себя немножко в оборотах каких-то эмоциональных или высказываниях ты немного притормаживай, потому что какая-то обстановка может быть мутно непонятная. Но вот такую подсказку нам сразу. Вот у вас сейчас что-то происходит. И ведь это старший аркан в личной жизни. Это вы можете быть кому-то интересны. Это с вами кто-то тоже может быть как будто заинтересован. Есть здесь и страстная любовь по направлению от мужчин, мои дорогие мужчины. У кого-то может быть та женщина, с которой вы хотели бы быть. А может, оно так и не вышло. Или как-то вот любимая женщина, но тоже есть какие-то
ситуации, которые, ну, вы не контролируете. Опять же, старший аркан. Тут внешние какие-то третьи силы, третьи условности, третьи какие-то ситуации, которые все равно влияют на вашу жизнь. Мои дорогие девочки, здесь ваша сильная позиция. Я вам могу сказать так, с мужчинами вам будет легче договориться и найти взаимопонимание. Ну, такая вот небольшая подсказка. Но при этом тоже быть настороже, ведь энергетика у карты сила. Это как у мага. Вообще это, знаете, олицетворяет солнце в Деве. Именно Дева или вот карту мы можем расценивать как критическое мышление. Вот вы сейчас, может быть, пытаетесь критически оценить у кого-то взаимоотношения, у кого-то ситуацию, то, что сложилось с родственниками, может быть, с вашими близкими немножко отсвечивает. Может быть, это и касается непосредственно вашего дома. Ладно, так а что изменится до конца зимы? Кто-то может, вот смотрите, восьмерка пентаклей– это работа чаще всего на самого себя. Это карта профессионала и одна из лучших вообще, как карта в колоде на деньги на работу. Но сам человек как будто, да, создает эти пентакли. Почему эта карта, с одной стороны, говорит, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения, поэтому силы свои рассчитать придется, да, вот это все то, что я где-то говорила. Но, с другой стороны, кто-то из вас может задуматься всерьез о дополнительном доходе, который, ну, может быть, после основного места работы или помимо основного источника дохода. Уран он все дробит. И вполне вероятно, вас так может ожидать взлет по карьерной лестнице, потому что когда Юпитер в этом году перейдет в ваш знак зодиака, это время, как и строить карьеру, ну, где-то и время денежное. Но имеется в виду, это заработать именно деньги. Ведь это тоже нам карта профессионала, который продолжает именно настойчиво какую-то свою, ну, работу, и в итоге он на новый уровень профессионализма переходит. Пусть это даже касается взаимоотношений, но тут мы тогда можем перевести в какой-то новый формат. Но так или иначе, критическое мышление, оно вам помогает. Тут есть какая-то прагматика, несмотря на то, что это личная жизнь. Что приснится? Неожиданно вы можете услышать какую-то новость, что-то узнать о человеке, ведь это всегда карта «Будь готов к неожиданностям». Может быть, вы правда что-то узнаете, и это будет связано с конкретной персоной. Хотя я точно так же могу допустить, что для кого-то личная жизнь, ну, тут не совсем нам про любовь говорят, да? И опять же, жезл, откуда к нам приходят деньги. Может быть, это вот именно вопросы работы, как дополнительный источник заработка, работа на дому. Тут сможет сложиться какая-то неожиданная конфигурация, которая вам дает возможность либо заработать дополнительно, работая удаленно. Такое я не исключаю. И одновременно, может быть, вы и сами будете к этому стремиться. А для кого-то из вас это благодаря, может быть, это конкретному человеку, с которым у вас состоится либо встреча, либо важный разговор. Там тоже будет меняться что-то по части, ну, больше я вижу. Когда, знаете, тут личная жизнь меняется через то, что меняется либо график работы, либо меняется ваша какая-то занятость, меняются ваши приоритеты, и это вторично оказывает влияние на вашу личную жизнь. Ну, вот как-то так. Финансы, ожидания. Но вот сейчас как-то по этой карте ничего не происходит. Поэтому для кого-то из вас, может быть, нерешенные какие-то темы по части финансов. Вот давайте откроем, как изменится ваша жизнь до конца зимы. Вот туз мечей. Тут какой-то лабиринт должен быть пройден. Я могу вполне допустить, что где-то до конца февраля будет ваше важное решение. Вот давайте достанем дополнительные карты. А что это прояснится, с чем это будет связано? Конкретная персона по королю Пентаклей могут быть и контакты с руководством руководства, какие-то такие дельные люди, может быть, которые и стоят немножко выше по лестнице иерархии, или могут быть какие-то для вас, мои дорогие, предложения или взаимное какое-то сотрудничество. Но это карта консерватора, вы тут и сами изменитесь, и свою, как, ну, немножко отношение к деньгам вы тоже будете, возможно, менять, потому что как будто по этой карте нас жизнь вынуждает иногда и работать много, кстати. Да, есть такой момент. Король Пентаклей, ведь он сам все это заработал.
Это он сам выкарабкивался, может быть, многократно из какой-то финансовой бреши. Поэтому насчет прагматики у него полный порядок. Отчасти и карта сила критического мышления тоже как раз вот эту конфигурацию добавляет. Ну, вроде бы мы смотрим не на такой маленький период, но, видимо, и для вас, мои дорогие львы, ну вот не вижу я тут эмоций, согласитесь, не на... Ну и вы-то сами сейчас более вот так вот вдумчивы, готовы что-то просчитывать, рассчитывать, видеть. Ну, не то, что мы хотим видеть, а то, что есть в реальности. И, видимо, вот это критическое мышление вам позволяет все расставить по местам, ведь, по сути дела, это порядок жизни мы наводим. И я так могу предположить, где-то перекликается, что, может быть, меняется на работе, меняется в финансах, или это основной побудительный мотив – изменить свое финансовое положение. И от этого будут зависеть и графики работы, степень вашего участия, ваша загруженность. И она вторично будет оказывать влияние на личную жизнь. Я допускаю с учетом вот этого лебедя, да, что, видимо, ну, так не такой уже большой период, сказать, что какие-то метаморфозы в личной жизни я не могу. То даже если и будет что-то продолжаться, завершаться, какие-то выводы вы будете делать, скорее всего, вы уже об этом думали. Но как какой-то заключительный аккорд вы можете как раз здесь провести, но, скорее всего, это не неожиданность для вас. Или когда это внешние какие-то события, новости вас просто могут подтолкнуть, поставить либо в чем-то точку, либо, может быть, и сменить как конфигурацию, что-то продолжить, а что-то завершить. Интересно. Что же по части ваших достижений? Марафонский забег, тут что-то надолго. Ну, все то, что я говорила, наверное, по прежним двум позициям, по рыцарю пентаклей, кто-то начнет обучаться, правда, почему нет? Может быть, для того, чтобы получить должность, карьеру построить. Для кого-то из вас, может быть, подготовить какой-то очень важный пакет документов, который будет свидетельствовать о том, что вы можете куда-то отправиться, переехать. И, может быть, этот вопрос, он быстро не пойдет. Скорее всего, тогда по рыцарю пентаклей это не решится до конца февраля, а скорее перейдет уже куда-то на весну. Будьте к этому готовы, потому что тут марафонский забег или для кого-то это может быть выбор, правда, должности, направления, карьеры. И это будет означать тогда тоже на очень долгий период. Давайте так, что же изменится до конца зимы? 20-й старший аркан. А это сами по себе перемены. Это вот, знаете, как на пороге. Мы говорим на пороге перемен. Вот это и есть этот порог между прошлым и будущим. Не оглядывайся назад. Давайте узнаем, а что же прояснится? Что? Какие тенденции к этому ведут? Нам снова говорят, как рыцарь Пентаклей, это такой, знаете, настойчивый человек, который умеет и беречь свои ресурсы, или правильно приложить свои знания, готов и учиться чему-то новому. Опять же, элемент новизны есть. И одновременно какое-то перемещение, как дорога к солнцу, или дорога к прогрессу, или пусть это даже касается ваших достижений, но тогда это, знаете, это по пунктам. 1, 2, 3, то есть это какой-то план. А по тройке пентаклей работа в команде. Поэтому работать в команде, видимо, придется. Может быть, и люди будут где-то меняться разные. Вот вам нужно с чем-то определиться, и как будто это из стези. Держаться. Более того, для вас ваши достижения или вот то, что вы хотите, в последующем может открывать новые перспективы, как и для обучения. И тогда ведь по тройке пентаклей мы тут не учим просто так, просто ради любопытства, а мы именно учим для того, чтобы получить, ну, финансовый эквивалент. Но это всегда прогресс. Может быть, и людей будет много разных. Может быть, до конца февраля вообще какая-то конфигурация, например, ситуация по работе или по заработкам будет меняться. Возможно, вы будете изучать как дополнительные, повторяюсь, источники дохода. Так что же прояснится? Ну, вы останетесь чем-то довольны. Тут, правда, высшие силы словно вам помогают, мои дорогие. Туз кубков – это радость, это счастье, это, ну, пусть даже на сферу ваших достижений. У кого-то карьера, у кого-то достижения иные, может быть, куда-то
переехать, правда, ну, может быть и так, или подготовить вот этот пакет документов. Все-таки до конца февраля, ну, так, от момента, когда я делаю этот расклад, еще полтора месяца, это не такой великий срок. Поэтому, ведь туз кубков, посмотрите. Может быть, где-то вам карта хочет сказать, вот тебе нужно видеть как на перспективу, Лев. Не совсем вот в моменте сегодняшнего дня или одного дня. Наверное, у себя спрашивать, имеет для вас это значение или нет. Вполне вероятно, это как подсказка не включиться в те дела, вопросы, которые кому-то интересны или куда-то вас пытаются втянуть. Я говорила это уже по картам пасьянса. Вот это лучезарная дельта, глаз, да, мы говорим. Это умение видеть на какое-то расстояние вперед, ну и слушать свою интуицию. Наверное, если у нас получается. В итоге вот этот кубок, да, как святая амброзия. Мы счастливы, мы довольны. Более того, вчера в маркете прорисовал золотых рыбок. А рыбки– это как богатый улов. Это деньги, это благополучие. И одновременно рыбы, да, даже знак рыбы, как изображение две рыбы, плывущие в разные стороны. И у кого-то это будет означать перемещение, поездки, может быть, и изучение. Может быть, когда вы строите карьеру, и перед вами мир открывается, да? Может быть, ваша компания или место работы, оно имело, ну, как бы одну дислокацию, а здесь тоже будут какие-то расширения, и тогда для вас, мои дорогие, тут тоже какие-то перспективы могут совершенно новые, причем о которых вы не знаете, пока, может быть, смотрите расклад, кто-то и не видит. Или где-то чувствуете, что могут быть предпосылки, потому что все равно то, что должно быть завершено, оно завершится, а то, что должно быть продолжено, продолжать следует. То, знаете, единственная карта дает совет. Есть сферы вашей жизни, которые, ну, правда, может быть, вы чем-то занимались прежде и пробовали себя в каких-то разных как плоскостях, ипостасях, направлениях, но что-то у вас не пошло. И вот когда выпадает этот аркан, мы не пытаемся заново из прошлого притянуть какую-то ситуацию и начать ее с нуля. Мы здесь отпускаем. Все-таки дверь в прошлое мы закрываем. То, что у нас когда-то не получилось. Но тут может быть и такая метаморфоза, когда это не вы инициируете, а когда обстоятельства складываются именно так, что вам приходится пересмотреть какую-то тему. Или, к примеру, вернуться к своему плану. Или заставляют обстоятельства переписать какую-то бумагу, договор. Вот тогда этим нужно заниматься. Тогда это словно высшие силы, как разнарядку вам послали. Значит, вот в этой области есть что довести до ума. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации, все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.